Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 12 февраля, сегодня у нас с вами понедельник. Обращаем, друзья, внимание, что сегодня достаточно такой насыщенный, яркий день, в том числе и не забывайте, что сегодня день изобилия, достатка и благополучия. Поэтому обязательно обратите внимание на те советы и рекомендации, которые мы дадим, а также сегодня не забудьте провести практику по привлечению денег в вашу жизнь. Буквально понадобится щепотка соли, которую нужно будет бросить за порог вашего дома или квартиры. Итак, друзья, далее все более подробно. Итак, друзья, сегодня у нас с вами уже растущая луна. Обращаем ваше внимание, что у нас с вами растущая луна. Сегодня у нас с вами третий, четвертый лунные сутки. Обращаем ваше внимание, что Луна у нас с вами в знаке зодиака Рыбы до 16 часов 25 минут, ну а далее переходит в знак зодиака Овен. Но обращаем ваше внимание, что уже знак зодиака Овен вы будете чувствовать очень активно после 13 часов, потому что Овен, как вы знаете, это огненный знак зодиака, и он очень именно сегодня, именно 12 февраля, так сложились звезды на небе, так сложились тенденции, что именно знак зодиака Овен будет достаточно сильно влиять на людей. Поэтому, возможно, вы будете ощущать дополнительную энергию, а эта энергия будет стимулировать вас к тем или иным действиям. Кроме того, сегодня прекрасный, чудесный день для начала новых проектов, а также не забывайте уделять сегодня внимание нерешенным каким-то задачам, которые у вас были в прошлом. Кроме того, сегодня хорошо собираться, обсуждать любые вопросы, начиная от рабочих, заканчивая своими какими-то личными моментами. Знаете, сегодня день достаточно активный. Здесь все зависит только от вас. Кроме того, у нас с вами понедельник, начало рабочей недели и начало растущей луны. Все это вместе дает нам базу для того, чтобы мы созидали, мы творили и двигались дальше. Кроме того, те планеты, которые сформировались на звездном небе, друзья, будут давать нам уверенности и будут заставлять нас выходить за пределы комфортной зоны. Поэтому многие люди сегодня будут искать новые идеи, новые решения для тех или иных ситуаций. Кроме того, если вы в бизнесе, если вы связаны с торговлей, то ищите что-то новенькое, креативное, необычное, интересное. Те вызовы, которые будут давать вам Вселенная, люди в вашем окружении, не бойтесь их, вы совсем справитесь. Просто ваша задача не пасовать, потому что те люди, которые чего-то боятся, именно их страх, их боязнь, она, вы знаете, она мешает людям. Но, к сожалению, мы все с вами пришли в этот мир вот с негативными такими моментами в жизни, и каждый из нас должен их проработать и убирать. Для кого-то это легче, быстрее, кому-то это сложнее, но такая жизнь. Кроме того, сегодня именно Луна будет способствовать, заставлять людей, чтобы люди старались показать себя с лучшей стороны, показывали себя как человек, как творец. Поэтому люди сегодня будут более открытыми в выражении своих чувств и мнений. Поэтому, если вы руководитель, если вы начальник отдела, обязательно во второй половине дня созывайте совещание, встречу с своими подчиненными, обязательно обсуждайте многие моменты, особенно если вы работаете в компании или в отделе, где связано все с развитием, с логистикой, вы придете сегодня какие-то новые интересные идеи, которые помогут вам в дальнейшем привлечь достаток и прибыль в жизнь компании. Кроме того, энергия Овна у нас с вами будет достаточно сильно ощущаться, а это приведет к увеличению физической активности. Поэтому сегодня, особенно после 18 часов, благоприятное время для того, чтобы заниматься спортом, физическими упражнениями. Ну и не забывайте о ходьбе на свежем воздухе. Даже если сегодня у вас снег или дождь, то это не повод тому, чтобы закрываться дома.
Конечно же, этот день, ввиду того, что Луна находится в огненном знаке зодиака, могут быть и определенные опасности. Дело в том, что сегодня люди могут в какие-то моменты становиться более импульсивными и склонными к вспышкам гнева. Поэтому очень важно, чтобы вы сегодня в любых ситуациях контролировали свои эмоции и избегали любых конфликтных ситуаций, которые могут проявиться сегодня в вашей жизни. Кроме того, если вы сегодня решаете что-то реализовывать в своей жизни, делать, то обязательно обдумывайте все последствия. Даже если вы уверены на 101%, и вы знаете, что в вашем окружении есть люди-консультанты, есть люди, которые имеют больше опыта, навыков, знаний, обязательно обратитесь к ним, потому что сегодня ни в коем случае нельзя принимать слишком рискованных решений, это ни к чему хорошему не приведет. Помните о том, все-таки понедельник, иногда энергии двоятся, информация идет неточная, и люди под влиянием эмоций, вот этой огненного знака, могут принимать неправильные решения, поэтому не спешите, всему свое время. Кроме того, сегодня могут возникать какие-то решения, которые будут основаны исключительно на эмоциях и на каких-то моментальных впечатлениях. А это может также привести к нежелательным последствиям. Поэтому все-таки будьте все-таки терпеливее в этот день. Кроме того, многие сегодня будут желать достичь тех или иных целей буквально одномоментно. Но это будет связано с тем, что все-таки Луна влияет на людей, и люди вот будут думать о том, что вот сейчас прямо всю секунду все получится. Не спешите, нужно побольше немножечко терпения, и тогда у вас обязательно все получится. Далее давайте посмотрим, что же нам говорит лунный календарь здоровья. Друзья, сегодня день благоприятен для того, чтобы заниматься физическими упражнениями, заниматься спортом. Энергия знака зодиака Овен будет стимулировать нас к активности, будет стимулировать нас к движению, поэтому свежий воздух, йога, другие формы физической активности будут улучшать ваше кровообращение и, что немаловажно, будут укреплять ваш иммунитет. Также обращаем ваше внимание, что растущая Луна будет способствовать и усвоению пищи, поэтому обращайте особое сегодня внимание на качество еды, которое вы употребляете, и на количество. Конечно же, знак зодиака Овен любит острые, пряные блюда, однако следует сегодня избегать переедания и излишней острой пищи, потому что вы можете просто-навсего таким образом возникнуть проблемы с желудком и с пищеварением. И вообще будьте специями, особенно с острыми, те, которые вы ранее не ели, употреблять постепенно, по чуть-чуть. Никогда не ешьте острое. Есть, знаете, в наших регионах есть народы, которые утром, обед и вечером готовы есть горький, острый перец. Кто-то его обожает, и без него никуда. Но и даже здесь желудки не выдерживают. Поэтому будьте все-таки осторожны. Кроме того, сегодня, ввиду того, что люди будут находиться под влиянием знака зодиака Овен, люди могут ощущать на себе сильные эмоции и стремление к самовыражению. Поэтому сегодня еще раз делаем акцент на том, что нужно научиться управлять своими эмоциями, и старайтесь сегодня избегать стрессовых ситуаций, которые могут негативно сказаться на вашем здоровье. Также, ввиду того, что энергии много, люди начинают активничать, и все-таки рекомендуем вам быть осторожными для того, чтобы избегать травм и любых несчастных случаев. Поэтому даже если вы сегодня занимаетесь какими-то видами активностью какой-то, все равно будьте осторожны. Ну и, конечно же, в этот день не забывайте об отдыхе, потому что, да, энергия может быть зашкаливать, быть достаточно высокой, но очень важно, чтобы вы обеспечили своему организму достаточно времени для восстановления. Поэтому сегодня постарайтесь лечь спать вовремя и создать спокойную обстановку для сна. Это очень важно. Теперь давайте проговорим лунный календарь денег на 12 февраля. Итак, что же нам этот день интересного несет? Дело в том, что сегодня благоприятный день для того, чтобы вкладывать деньги в новые проекты, в новые предприятия. Именно энергия этого знака зодиака Овен будет стимулировать нас на инициативу,
на решимость, а это будет помогать нам в принятии тех или иных финансовых решений. Однако нужно помнить всегда о разумном риске и о тщательном анализе тех или иных моментов в нашей жизни. Кроме того, сегодня также хорошо планировать финансовую часть любого дела или вопроса, и не забывайте ставить себе новые цели. Дело в том, что энергия роста Луны будет стимулировать стремлению к улучшению финансового положения и достижению новых успехов. Поэтому используйте эту энергию, чтобы проработать те или иные минусы в вашем семейном бюджете или в вашем бюджете вашей компании. Постарайтесь сегодня задать себе какие-то конкретные цели и разработать план действий для их достижения. Также обращаем ваше внимание, сегодня прекрасный день для проведения любых торговых операций, для инвестирования и других финансовых инструментов, которые вы разбираетесь и осознаете, и также понимаете. Также, если вы предприниматель или вы занимаетесь предпринимательской деятельностью, то знайте, что энергия растущей Луны способствует росту, способствует развитию, и, соответственно, этот день будет благоприятен для бизнеса и для расширения нового или уже существующего. Но также не будьте сегодня импульсивными в плане денег, осторожнее будьте в расходах, поэтому планирование – это наше все, особенно в такое вот тяжелое время. Избегайте сегодня необдуманных решений касательно финансовых вопросов. Теперь посмотрим, что нам говорят карты Таро на 12 февраля. Итак, друзья, карта Таро выпала туз кубков. А вы знаете, это одна из самых благоприятных карт Таро, которая символизирует начало нового и важного в нашей жизни. Она представляет собой чашу, наполненную водой, которая олицетворяет эмоциональную сферу и наши чувства. Поэтому в этот день мы с вами будем находиться в гармонии с собой, со своими эмоциями, а это позволит нам принимать правильные решения и двигаться вперед. Кроме того, этот день будет особенно благоприятным для тех, кто стремится к гармонии и к счастью. Кроме того, этот день хорошо уделять укреплению существующих отношений или, возможно, создавать новые отношения. Также обращаем ваше внимание, что туз кубков может и говорить нам о начале нового проекта или делового предприятия. Поэтому сегодня, в этот день, люди должны обладать особой интуицией, вдохновением. Это поможет вам воплотить в жизнь свои идеи и мечты. Но важно помнить, что успех приходит только тогда, когда мы действуем с любовью и с открытым сердцем. А это нам с вами символизирует туз кубков. Обращаем на это ваше внимание. А также в этот день стоит обратить внимание на своих близких, друзей, поддержать, возможно, где-то их, выразить свою любовь и благодарность. Ведь именно от наших отношений с близкими людьми зависит и наше счастье, и наша гармония. Теперь давайте уделим внимание Архангелу Михаилу и посмотрим, какие советы он дает на этот день. И очень важный и нужный совет – это то, что каждый из нас сегодня может принять важные решения и сделать шаги для того, чтобы произошли какие-то кардинальные изменения. Поэтому не бойтесь сегодня действовать и идите вперед. В этот день вы будете окружены защитой, поддержкой Архангела Михаила, поэтому ни в коем случае в этот день не сомневайтесь в себе, в своих силах. Помните, что вы имеете в себе огромный потенциал и способности, которые могут помочь вам достичь любых целей. Также не забывайте сегодня о своих мечтах и о своих желаниях. В этот день вы можете привлечь к себе силы Вселенной и сделать первый шаг к их осуществлению. Очень важно, чтобы вы верили в себя, вы верили в свои возможности, и тогда ничто не сможет помешать вам достичь успеха. Поэтому очень важно, чтобы вы и помнили о любви и сострадании. В этот день заботьтесь о близких людях, а также помогайте или старайтесь помочь тем, кто нуждается в вашей помощи. Ваша доброта и милосердие не останутся незамеченными и принесут обязательно вам благословение.
Девочки и мальчики, как мы сегодня и говорили, сегодня достаточно денежный день, поэтому обязательно проведите следующую уникальную практику. Эту практику нельзя каждый день проводить, но именно 12 февраля она поможет вам открыться потоку денег. Главное практику проводить с открытым сердцем и с любовью, а также верой в себя. Итак, что мы делаем? Вам просто нужно взять щепоточку соли, подойти к входной двери, открыть ее, далее бросить щепотку соли и скажите следующие слова. С этой минуты и навсегда дверь в изобилие открыта. После этого улыбнитесь, закройте дверь и идите занимайтесь своими делами. Очень важно, чтобы хотя бы полчаса входную дверь никто не трогал, не подходил и не открывал. Это очень важно, и вы увидите, как постепенно начнут происходить изменения в вашей жизни. Главное вера и главное любовь к себе и к тем людям, которые вас окружают и вам помогают. Вот такой, друзья, у нас сегодня с вами день, 12 февраля. Прямо сейчас ставьте лайк, в комментариях напишите. И у меня 12 февраля денежный день, я привлекаю изобилие, достаток и благополучие в свой дом. Истинно да будет так. Также, друзья, кто спрашивал, как нас можно отблагодарить, отправить донат. Друзья, благодарность можно выразить по ссылке, которая указана в описании к этому видео. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне, друзья, понравилось больше из всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.